Есть персонажи, которые совсем не трусят перед Путиным, по крайней мере, в риторике. Мы ж не видели там, чтобы они там дрались друг с другом, да, и могли сказать, что этот трус, а этот не трус. Вот. Мы можем говорить только о высказываниях. Можем говорить только о высказываниях. Но в целом, как бы, есть вот эта самая тенденция к тому, что, ну, среди правых действительно достаточно многие персонажи, которые, ну, не то, что там поддерживают Путина, но которые, скажем так, относительно лояльны. А это, опять-таки, проявление коллективизма. Вот. Почему? Потому что они мыслят в категориях Россия, Америка, Китай там, и прочее вот это вот все. И Россию они видят как консервативную страну, понимаете? То есть это глубочайшее заблуждение, вот, которому уже тоже много, ну как много, допустим, с момента воцарения, скажем так, Путина, вот оно примерно пошло. То есть, ну, достаточно, да, достаточно много лет. Достаточно много лет. Ну, вот. И эта консервативная страна противостоит левацкой, воковской Америке. Да? То есть, если вы живете там, то вы прекрасно понимаете, что это такое, какой-то кошмар. И поэтому надежда на то, что какая-то внешняя хотя бы сила существует, которая этой сволочи может противостоять, она все равно в сердце у этих людей есть. Они пытаются поэтому этого Путина оправдать, придумать тем самое. Ну вот там есть несколько интересных персонажей, а-ля ученых, которые, значит, тоже вот рисуют разные стрелки, карты там и так далее. Я просто забыл, как там одного этого Марштаймер, что такое, какая-то такая похожая фамилия, боюсь соврать. Вот. Он много здравого пишет, да, в отношении вот этого, значит, всего дела, но как только доходит дело, значит, до конкретного, значит, предыстории конфликта там вот этого вот нашего, у него полная фантастика вылезает, значит, вообще, то есть, ну, начиная с того, что в 2013 был, оказывается, националистический переворот. И это основной тезис, на самом деле, на котором базируются все последующие рассуждения, что вот националистический переворот, вот, власть захватили нацисты, значит, поэтому Путину это все не нравилось, а нацисты еще, значит, начали хотеть в НАТО, вот, чем они несут, опять-таки, это рассуждение в духе геополитики, да, что стрелочек и карт, да, что таким образом они представляют собой угрозу, значит, для России и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть человек, который писал перед этим предыдущих там абзацев вполне здравые мысли, вот, попав вот в эту стезю, то есть там, где у него есть внутренние предубеждения, да, вот, они сразу же немедленно вылезают в виде отказа, вообще говоря, принимать факты. Потому что факты таковы, что никакого нацистского переворота не было, то есть Верховная Рада как была при Януковиче, так и осталась. И потом с ней ничего не случилось, никто никого не перевернул, а на самом деле это Янукович втик просто-напросто. Ну вот, его никто не свергал. А договор, который они там должны были подписывать, состоял в том, чтобы выборы должны были быть в 2015 году. И это было согласовано, это было уже после всей стрельбы, там, после всего. Вот. Там просто был вопрос, что вот теперь же слово за тобой, да, вот Янукович, вот ты должен теперь подписать это соглашение, значит, очередное между тройкой в лице, значит, Кличка, там, Технибока, и забыл, кто там третий, вот, и тобой, да, то есть о том, что вот перед выборами будет в 2015 году, до этого времени ты остаешься президентом. Вот это был результат, политический результат Майдана, понимаете? Але він втік, бо злякався. Ну, вот. И уже там в Харькове там чего-то там пытался, значит, мутить потом, а потом еще куда-то, значит, поехал, потом удрал в Ростов. Ну, там его, собственно говоря, выпустили на самом деле. Вот, то есть никакого переворота не было, было бегство, вот, и просто уже по факту этого бегства уже дальше действовали согласно Конституции, кстати говоря. Вот. А перевороты, как известно, такими не бывают, да, то есть там не действуют по Конституции. Никакую Верховную Раду не распускали, правительство не распускали. Вот. Туда поставили пару, значит, персонажей из Майдана, которые там долго не просидели и ушли. Вот. И все, и на этом весь переворот нацистский закончился.
Ну, то есть, а потом были проведены выборы, собственно говоря, очередные, да, то есть если действовать в логике ихней, которые они любят, вот это вот все, законности, то она была, присутствовала там в полный рот. Но все равно у него нацистский переворот, понимаете? Все равно у него нацистский период. А плюс есть еще вот какой момент, что Россия – это старый и уютный враг. Да, то есть понятно, то есть с ними там договоры, переговоры, интересы, опять-таки стрелки, карты. Вот. А Украина – это непонятно кто. И ей легко жертвовать. То есть когда стоит вопрос о том, что будем ли мы там с Россией воевать, и возникает вопрос, а ради чего? Мы будем с ней воевать. То есть, если она на нас нападет, туда будем. А вот ради Украины, то нет никакой ценности в Украине. Для них, да? То есть, никакой ценности в Украине нет. А то, что там Россия нарушает мировой порядок, ну и хрен с ней. Мы тоже нарушаем, на самом деле. То есть, ну, как бы такое дело. Вот, поэтому вот такие, ну не то что симпатии, а просто понимание, да, потому что Россия себя выдает за преемника Советского Союза, вот, а, кстати, дебильные вот эти вот наши украинские, как их даже назвать, ученые, вот, которые себя этого не делают, да, а они могли с не меньшим основанием это делать, на этом спекулировать, они могли точно так же спекулировать на том, что Украина это самая консервативная страна, а Россия это просто алкаши, а украинцы, значит, вот они вот такие самые консервативные и так далее. И иметь себе те же самые симпатии правых, но они этим не занимались, они играли в игрушки, а-ля, что, значит, это Амреина, значит, веками, значит, это самая держава, вот, которой никогда не было, да, то есть они играли в очень плохую, невыгодную для себя игру, которую, опять-таки, американцы здесь подогревали, вот, ну, не американцы, а Демпартия, вот, которым такая, значит, политика, опять-таки, была выгодна, потому что они понимали, что она ведет к ослаблению, как бы, позиции этой самой Украины в мире, да, потому что она выглядит смешно, вот, ничего она не предлагает миру, за что стоило бы воевать, да, действительно. Вот. Ну, представьте себе, 30 лет прошло после там, распада Советского Союза, и вот все это время, значит, Украина осознанно створила свою, ну, условно говоря, там, Ukraine Today, вот, и там вещает о том, какая она консервативная страна, и вся, значит, консервативная оппозиция сидит там, американская во главе, ну, там Рон Полы разные там и так далее. Вот. Было бы другое отношение к Украине, да. Но вместо этого они все, значит, работают на Демпартию, которая как бы разрушает, и этого уже нельзя не видеть. Если там еще в 91 году это можно было не видеть, вот, то сейчас, конечно, этого не видеть уже нельзя. Вот, и которая предлагает Украине совсем другую, смешную абсолютно роль. То есть непонятной страны, которая радостно следует любым дурацким, значит, внешним признакам вот этого, в кавычках, прогрессивизма. Вот, естественно, никакой правой, увидя, что там Зеленский рассказывает там, про каких-нибудь, там, не знаю, трансгендеров, там, не знаю, про права женщин или про еще какую-то ерунду, то есть он скажет, а нафиг вообще нам за них воевать. Вот. Ну и есть, это уже, мы говорим сейчас о вещах, которые достаточно, так сказать, вот объективные, вот. А есть и чисто субъективные и ошибочные, с моей точки зрения, вещи, а именно распространяемая тем же Роном Полом много лет идея вот этого вот мира ради мира. И отсюда вся растет, собственно говоря, ноги растут по поводу, вы что, хотите Третью мировую войну? Вот. То есть, что война это как бы есть некая самостоятельная сущность, да, то есть когда мы проблему агрессии, да, то есть агрессор и жертва отодвигаем и говорим просто о войне, как о беде. Вот война это, ну, допустим, там эпидемия, там голод и война, то есть это вещи, которые Богом посланы, какие-то события, там астероид, да, там не знаю, что еще, там инопланетяне, вот, война. Вот, то есть это штука, которая не есть просто драка, как понимают ее там либертарианцы, и их не интересует война сама по себе, а их интересует, кто агрессор, а кто жертва, и, следовательно, жертве надо помочь, потому что ее права нарушаются, вот, и таким образом понятно, кому помогать. А когда мы говорим, что проблемой является война,
Это, кстати, это, ну, это старая левая, на самом деле, тема. Вот. Но Рон Пол на нее купился и активно, значит, ее пропагандирует много-много-много-много лет. Опять-таки у этого есть тоже объяснение. Да, это можно объяснить, потому что Америка с конца Второй мировой войны воюет постоянно с кем-то где-то за рубежом. Вот. И любой правый, говоря то, скажет, что вот мы тратим, значит, деньги на непонятные совершенно внешнеполитические авантюры, особенно после Вьетнама. То есть Вьетнам в этом деле как бы перевернул компас общественного настроения, вот, потому что война долгая, война, значит, с потерями, война непопулярная и в итоге приведшая к поражению. То есть и после этого все равно Америка продолжает, значит, там воевать с теми, то с этими, понятно, конфликты небольшие, локальные и так далее. Вот. Но всегда у правых есть вопрос, а почему мы должны за это платить, и зачем нам это надо, и что нам это дает. И это старые добрые, они с него не слазят, потому что он дает им голоса. Вот. И здесь тут точно все сработало точно так же. Все сработало точно так же. То есть вот Америка подтолкнула Украину напасть на Россию, значит, чтобы там свои какие-то делишки, значит, поделать. Да, понятно, что, ну, на самом деле, ну, там Америка подталкивала, только она подталкивала Россию. Вот, там товарища Путина, который еще там сомневался, значит, все, до Байден делал все, чтобы, значит, сказать, что не-не-не, чувак, давай вот сюда, вот тут, вот тут. Вот. Но это не важно. То есть, собственно говоря, чего он будет думать, почему он должен менять свою риторику, ради чего, да, и говорить правду, и искать факты. У него есть накатанная дорожка, в которую верят его зрители, избиратели и так далее. И это будет просто еще одно событие в ряду предыдущих, которые те же, значит, американцы хорошо помнят, афганы разные, ираки, вот, и все прочее, которые тоже ни к чему не привело в итоге. То есть нет там победы демократии, то есть сплошные там игилы, значит, талибы и всякое такое. Вот. Значит, денег в брошено море, люди убиты, покалечены, вот, а результата нет. Да? Вот. И здесь происходит новая такая же войнушка. И первое, что скажет любой, значит, там, консервативный этот самый комментатор, он же не полезет искать источники, какие-то факты, тем более, что их на английском почти нет, да. Вот, а на английском как раз полно вот всякого вот этого вот Russia Today и всего прочего. Вот. А вот там Украина Today нету ничего, да, то есть вот в таких условиях, конечно, он посмотрит, ну, может быть, если он человек честный, да, он попробует там чего-то найти, он ничего не обнаружит, вот, он обнаружит только одну точку зрения, он ей поверит, конечно, потому что она укладывается в его уже заранее готовый шаблон. Вот, который состоит в том, что вот воевать не надо, внешние войны это плохо, и вот очередная такая внешняя война, значит, развязанная, тем более Байденом, вот, то есть врагами, значит, там украинское правительство, понятно, это марионетки, посмотрите на этого клоуна, значит, Зеленского и на его высказывания там по поводу каких-то там трансгендеров, шмансгендеров, а Зеленский радостно это все говорит, вообще не понимая ни секунды, что это, зачем это, кто это. Ему советники сказали, он это все, значит, озвучивает, всю эту хрень. Вот. Сказали, что так вот, если он это скажет, с ним будут дружить там уважаемые люди, к примеру, да, вот, и дадут ему денег, значит, и 2 танчика, чтобы он мог, значит, от Путина отбиваться каким-то образом. Вот так вот оно все выглядит, то есть все это логично, но и вполне закономерно, и в этом есть главные ошибочные стороны, это Украина, условная, да, то есть в лице ее элиты, скажем так, которой это было все интересно, или в данном случае неинтересно. Вот, с одной стороны, с другой стороны, части, так сказать, там, американских правых, да, во главе с Роном Полом, которые поддались, на самом деле, во главе с Ротбардом еще, который эту основу он как бы заложил, вот, которые поддались на левую, опять-таки, риторику и перестали интересоваться проблемой агрессор-жертва, а перешли к левацким бла-бла-бла по поводу войны. Какая она страшная, ужасная, и поэтому войны быть не должно. Никогда. А если она есть, то значит ее надо остановить. А остановить как? То есть сдаться надо агрессору. То есть, ну вот так же, по-другому нельзя. То есть когда там Роджер Уотерс писал там письма, значит, этой самой Зеленской, вот, там же, ну, она же ему ответила, ну, как ты себе это видишь вообще, дружище? Вот, как это будет вообще? Что мы должны сдаться, что ли, или что?